Мавзолей ведь Ходжа Ахмета Ясави, конец 19 века. Так, вход с обратной стороны, да надо обходить. Так что здесь тоже, видите, реставрация идет. Огорожено, закрыто. Реставрация. Плитка, смотрите, какая. Бля. Такая вот узорчатая вот. Узоры. Краска вот эта вековая, нестираемая краска. Совершается саблицей ая. Вот эти вот фигуры, это буквы. Видно там шестерки, девятки, свастика. Все это буквы. А в арабском языке свастика, она означает буква Ра. Ра. А вот шестерки, девятки это буква Вау. Если соединить все буквы, можно получить фразу «Человек предполагает, Аллах располагает». Супер. Оно здесь повторяется несколько раз. А дальше внутри арки хадис нашего пророка. Кто познает себя, тот познает своего Аллаха. Религия ислам на этих стенах показана детально. Цель Амира Тимура – показать религию ислам всему миру. Наш пророк в свое время говорил: совершайте паломничество, и тогда грехи будут прощены. Сюда на паломничество приезжали со всей территории Центральной Азии. И тот, кто сюда приезжал, сначала изучал религию. Вы сегодня все это изучили, открыли большие ворота и вошли в дом Аллаха. А на дверях написано: пусть Аллах благословит каждого, кто войдет через эти двери. Пусть двери будут открыты друзьям и закрыты врагам. И пусть каждый, кто просит у порога, всегда будет в достатке. Зиярат кабул болсын. Так, входим. Бисмиллялеб. Отсюда вход. Временный вход, я так думаю, сейчас пока идут ремонтные работы. Доступны только 4-5 комнат. И эта комната Улькен Ахсарай. После основания казахского ханства она служила резиденцией. Здесь правители не жили, так как это место было могилой, но они верили, что на Святой Земле их вопрос решится благополучно. Самарканда, вот это вот. Надгробный камень из Самарканда привезли. В 98 году было отведено на экспертизу. Было доказано, что оно принадлежит Аблайхану. После перезахоронили чуть левее в нишу. Это у нас усыпание. Оригинале. Сам святой покоится в этой комнате. В этой усыпальнице? Да. И по приказу Амира Тимура. Серпентинит – полудрагоценный камень. Ахмед Ясави, он родом из Сайрама. Сайрам расположен рядом с городом Шымкент. Его родители Харашашана и Ибрахим Ата, они захоронены в Сайраме. Родился в 1103 году. Когда мальчик исполнилось 7 лет, отец отдал его на учение суфизм. Арстам Баба – первый наставник, показатель пути суфизма. Суфизм – суть ислама. Наш пророк в свое время говорил, что будет 73 течения ислама. Только один из них будет верным путем. На этой территории читал пятикратную молитву в Мекке. Такие дары давались только святым людям. Это чудо святых людей. Машаихи, народ, когда стал терять культуру, язык, Ахмед Ясави, он синтезировал религию и обычай и донес до каждого тюркского народа на их же языке. Цель была сохранить народ. Все свои книги он написал на основе Корана. Народ называл его книги «Дафтари Сани», вторая книга после священного Корана.
Он хотел доказать, что каждый мусульманин, очищая свое сердце, сможет увидеть луч Аллаха. Вот эту идею он доказал. Воспитал 99 тысяч учеников. Еще был специальный штамп, с которым он раздавал сертификаты в виде диплома, кто оканчивал его учение. В возрасте пророка он сказал: кто я такой, чтобы жить больше, чем наш пророк? Я этого недостоин. Поручил своим ученикам воздвигнуть подземную мечеть Хильвет, уединения. Расположился туда со своими учениками. Это место было на уровне с университетом. Его ученики в подземной мечети обучались тарикату. Это углубленное учение. А после завершения они выходили на свет и распространяли суфизм по всему Центральному Азию. Начинается от города Туркестан. Дальше Марокко, территория Африки, Индия, Китай. В его периоде религия, оно развелось по всему Центральному Азию. И вот почему над его могилой было воздвигнуто мавзолей в честь него. В своей книге он написал: сколько лет я прожил на земле, столько и под землей. И вывод, что он прожил 125 лет. После смерти он был захоронен здесь. В те времена над могилой воздвигнули маленькую мечеть. А спустя 2 столетия, в XIV веке, по приказу Амира Тимура, воздвигнули этот мавзолей. Теперь вы можете присесть. Мулла, он вам почитает Коран, а после мы продолжим экскурсию. Вот за оградой вот этот вот мавзолей сам Ходжа Ахмета Ясави, вот это его склепка. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Ya merimde kusuyu şallatlar, okulan Kur'an ayetlerinden bulgan sansız sorupta süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şartını başlayınız. Bölümümüz atkan Kulğuş Ahmet Yassayı rahmetli ve mutlu Arslanlığa Kuşatamızın beket atan, başa ata talmaya gitken Avliya ve Vişişen Handar'dan kisinin saldatkan Amir Temur köregen boğumuzdan başlayınız. Осы алыс жақтан зиярат етіп келіп отқан барша жамағаттың да неден еткен барша ата-бабаларына, туған туысқандарына, шаңырақтарынан үміт еткен Алла барша марқұмдардың руханиятына бағыштаймыз. Марқұмдардың жатқан жерлерін жайлы кешін, топырақтарын торқайып, қабірлерін нұрландырып, дүниелерін қандырып, бір үкіметте өзінің рахметінде пайғамбарымыздың Алла шапағатын болып нәсіп еткейсің. Қол жайып отқан барша жамағаттың зияраттарын қабыл еткейсің. Алла үй отбасыларына, бала-шағаларына, ағайын-туыс жақындарына амандық беріп, пендеріне саулық, дерттеріне шифаңды беріп, екінлерге Алла жақсылықтарын нәсіп еткейсің. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва алейхи ва асхабихи ажмаин. Вот Аблайхана камень 1781, 1711, 1781. На территории, на экспедициях было найдено очень много старых костей. Всех их перезахоронили сюда в глубине 6 метров по 20 глубину. Здесь у нас список определяли по камням. Так как надгробный камень был утерян в период войны, многие имена остались неизвестными. Последнее захоронение это конец 19 века. Потом уже мы вошли в состав русского заряда, усмертная традицию остановили. Тело султана Ходжа Ахмета Яссави. Так, на реставрации здесь вот это находится, вот этот казан, видите, здесь ремонт. Казан, вот этот исторический казан. Здесь Даже его так и это не видно там из этих конструкций. Вот это, видите, украшение, вот это поясной, это ремень, смотрите, из камня, из железа выкован. И вот это вот, не знаю, как его назвать, нож, вот смотрите, кованые, и вот они, ножи исторические, с ремнем. И бляшка, или как она называется. Это топорик с щитком.
И здесь это вот Ходжа, 16 век. Здесь тоже надгробный камень. Видите, такая это черепица здесь. Можете выходить, кто посмотрел? Вот там вход цена, вон, видите, закрыт на ремонте. Это с другой стороны я уже смотрю. Это тоже надгробный. Тохтамыс. Тохтамыса надгробный камень 1543 и 44. По хижра 950 лет, 950. Здесь Шужа один Хилал Марза 1534-1535. Умер в 942 году по хиджре. Это 1534-35 года. Здесь молельное место. Вот они, сталактиды. Исторически. Молельное место здесь. Это с другого входа. Так, это Чиляхана. Полуподземная мечеть. Молились вот в этой полуподземной мечети. Она закрытая. Тут копейки лежат. Полуподземная мечеть. Вот сейчас хочу посмотреть. Ой, какая маленькая комната. Светить хочу. Вот. Смоляев. А там сверху это. Из кирпичей кладка. Это тыльная сторона мавзолея Ходжа Ахмета Яссави. Вот где мы заходили, тут 3 входа. Ведь пока во время ремонта. Дочка Улугбека, 4-я жена Абу Хаирхана. От Абу Хаирхана отделяются султаны Кирей и Жаныбек и основывают храм. Туркестан проходил шелковый путь. Сколько народу? Здесь сувениры продаются. Подземная мечеть Хильвет 12-20 веков. Подземная мечеть служила до начала 20 века. Его ученики здесь обучали старикам. Вот это подземная мечеть, видите, здесь молились, а ковры здесь вот. И верх из дерева, деревянный. Видели там, где фотографировались? Там полуподземная мечеть.
Это то место, куда они спускались и духовно очищались, шидяхана. У казахов есть такая традиция. После рождения ребенка, после 40 дней мы делаем этот обряд. Научно доказано, что организм человека, оно очищается через 40 дней. Также дервиши поэтапно молились. В первые 40 очищали плоть, вторую 40 кровь, третью 40 сердце. На свет выходили, становясь заново родившимся человеком, без грехов невинным. Совершается с этим ритуалом зикр. Наш пророк в свое время говорил, что в человеческом теле есть кусочек мяса. Если не держать мясо чистым, оно быстро загрязнеет. Это и есть сердце, а сердце чистят только молитвы. Наверху 99 имен Аллаха. Аллах, Он дарующий жизнь, берущий жизнь, могучий, несравнимый. Это похвальные имена. Тем больше повторяли, тем больше сердце становилось чистым, прозрачным, как зеркало. Я буду под вашими ногами. На картине это словом Аллахай. Аллахай означает Аллах жив, Аллах вечный. Так, видите, здесь на арабском уже написано. Насапнама называется, рукопись. Насапнама на арабском. Книги исторические. Перечень, вот этот список в Коране, что молились, а вот на вот эти вот окошки. Направление это юг, запад, восток. Медные кувшины, тазики для омовения и умывания. Умывание 20 век, Туркестан. Yok. Belirttim bak. Belirт bak. Ну, прям Здесь хранили вот эти вот зерновые продукты, хранили вот в этих кувшинах. Это помещение для зерна, комната для хранения зерна, 11 квадратных метров. Расположена смежно с коридором, высота помещения 3 метра. Высота помещения 3 метра. Эти кувшины. Это древние кувшины 1479 года написано. Буду сама ходить. Сама. Здесь, смотрите, камень тоже такой вот, столб, камень, столб древний.
Это зерно вот это крутили, измельчали, как бы мини-мельница. Эти столбы каменные с надписями и узорами. Археологический музей написано. Лист Корана Османа, сура Камар, аят 45 вот здесь написано. Священный Коран с золотыми орнаментами. Медина, 2000 год. Молитвенные коврики здесь висят. Из шерсти войлока вот это вот сделан молитвенный коврик. Молитвенные коврики. Арыстан бап шығады екен, мен беремін деп. Бұл кісі Арыстан бап сол кезде қария кісі екен дейді. Кітапта солай жазылған. Этот дом раньше здесь жил Хожа Ахмед Яссауи, но это не сохранилось. Здесь только земля была. Это уже после построили в советское время. Вот это место, вот такое небольшое, одна комната. Здесь жил раньше Хожа Ахмед Яссауи. По историческим данным. По исследованию вот этот домик, вот такой домик небольшой построили, что здесь жил раньше Хожа Ахмед Яссауи, и вот это его был маленький домик. Но когда это первоначально здесь ничего не было, здесь земля была. Просто земля, вот это вот. После уже построили домик. Вот колодец есть. Правда, он закрытый колодец. Смоля. Покрутим, чтобы все наши желания исполнялись, а мечты сбывались, да? Ну, здесь экскурсия школьников, здесь одни школьники. Ой, стрелять здесь даже можно. Кишки там аржится. 2000 стоит, 2012 выстрелов. О, молодец. Беске даже. А, тот пембис. Ой, недолет. Во. Бірге тигізді, молодец. Ол да күш. Менен дәу нәрсеге бірге тигізді. Ағынет бірге әрең тигізіп отыр ғой. На верблюдах можно кататься. Сверху, видите, специально эти установлены, эти посадочные, куда можно заходить и садиться. 1000 тенге проезд. На верблюда хочу сесть. Бай-бай, кулакамаем, ба?
Siz videoga түсіреді. Рахмет, мамочки. Телефоныңызды берсеңізші әлемді. Я қойдым. Обзор вокруг. Рахмет. Вот здесь вот верблюды. Прокат 1000 тенге, 1 круг. Небольшой. Маленький круг. Еще и сфотографируют. И на лошади тоже прокатиться 1000 тенге. Короче, круг. Села на верблюда, круг сделать. Как красиво, керемет, значит. Красота, еду верхом на верблюде по историческим местам. Как говорили же, здесь шелковый путь проходил здесь. Вот я и хожу по шелковому пути на верблюде белом. Белый верблюд. Атагам, мана, тюн. Шубар? Шубар зовут. Верблюда Шубар. Двугорбый верблюд. Правда, один горбик повис, белый верблюдик. Красиво. Красиво. Обзоры продолжаются. Мавзолея, возле мавзолея. Здесь вот эти найденные захоронения. Я уже спросила, но неизвестные эти кости здесь. Сейчас посмотрим. Неизвестный мавзолей написано 17 веков. Неизвестный мавзолей 17 веков. Этого уже нашли. Раскопки велись, и вот эти захоронения неизвестны вообще. Туда и не зайдешь, да, вот лестница есть. Закрыты. Склеп. Закрытый склеп. Так, что наверху, смотрите, на куполах. Такие продаются эти сувениры, талисманы. И здесь вот такое кресло. Это искусственное? Искусственный макет, да? Вот тоже келіңіздер, ол киімдермен суретке түсіп алыңыздар.
Это для фотографирования здесь. И что, қанша тұрады? А, 500 тенге. За 500 тенге здесь фотографироваться. Место. Рахмет. Можно вот так в костюме, если фотографироваться, 500 тенге. 500 тенге. А вот и халаты можно на прокаты для фотографирования. Вот. Даже беркут есть, тоже сфотографироваться можно. Мощное сооружение, мавзолей. Прямо это стиль такой восточный. Так, здесь тоже памятник, охраняется государством. Мавзолей Есим-хана, 16 век. Мавзолей Есим-хана, 16 век. Это внизу, видите, там. Здесь такой орнамент, узор, выложенный камешками. Так, это мавзолей с куполом. Памятник, мавзолей Рабии Султан-бегим. Султан-бегом. Куполообразный. Эти надгробные камни. Мастура ханым, дочь Кельды Мухаммеда, 1500-1519. Это дочь, надгробный камень дочери, дочь Улугбека Рабия Султан-бегом. 1430, это приблизительно, умерла 1485. 55 лет приблизительно. Куль Мухаммед Султан. Надгробный камень Куль Мухаммеда Султана Кельда Мухаммедова. Мубарак Шах Султан. Вот эти султанов надгробные камни. И вот здесь закрыто, видите, наверное, купол такой сверху. Вот отсюда я вышла. Мавзолей Рабии Султан-ханум. Так, здесь баня находится. Баня, сейчас посмотрим. Восточная баня. 16-20 веков. Восточная баня. Предбанник, это вот самовар здесь 19 века. Видите, какой самовар, медный самовар. Предбанник, это входное помещение
для переодевания с купольным сводом на 4 парусах. Выполнена в стиле балхи. Вертикальная кирпичная кладка. Вертикальная. Для вентиляции верхний световой проем. Сделан крупнее обычного. Полы и сиденья суфа покрыты мраморными плитами и обогреваются жаром, проходящим по каналам под камнями. Смотрите, какая кладка чудесная. А здесь уже моется, здесь баня паровая. Кувшины здесь ставили с водой. Мандане. Здесь кувшины. Там вентиляционная, видите? Кладка какая здесь, а? Круговую кладку. Комната прохладной воды, смежно с горячей расположена. Тоже с вентиляционным выходом. Вот. Медный тазик здесь есть, смотрите. Кувшины 19 века. Медные кувшины. Ой, тяжелые какие. Тяжелые. И в кувшин надо заглянуть. Вот там. Люди деньги ложат в кувшины. Такие котелки узорчатые, смотрите. Узоры. Тоже медные. Ведра это. Вот такие ведра были раньше. Видите, какой котелок с такими ручками. О, тяжелый. Вот такое ведро килограмма 2 весит, если не больше. Здесь тоже с вентиляционным выходом. С тазичками. Медные все. Воду таскали, обогревали. Вот здесь вот это вот оригинальное вот это место. Это сверху просто это гранитом заложили, а вот здесь вот сидели, купались. Топчан, смотрите. Здесь вот отдыхали, чай пили. Чайхана топчан. Всех приветствую, всех зрителей моего канала, подписчиков. Я нахожусь в городе Туркестан, на территории мавзолея Ходжа Ахмета Ясауи. Вот этот мавзолей
Видите, какое вот историческое это здание, которое было построено по приказу Тимура, то есть Тамерлана. Год постройки примерно 1389 по 1405 год. До этого мавзолея был малый мавзолей, маленький. Он обрушился, и по приказу Тимура построили вот такой большой мавзолей. То есть был здесь захоронен сам Ходжа Ахмед Яссауи. Там имеется его надгробная плита. Есть и другие захоронения в этом мавзолее. Молельные места вот на территории этого я уже вам показывала и показываю. Дом есть, где он раньше жил, это место. Он был проповедником, проповедовал, давал уроки, то есть он проповедовал суфизм. Все, кто только заглянул на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Очень примечательное историческое место. Мне здесь очень нравится. Я здесь не первый раз. Была еще в советское время, в 1980-х годах. В 86-м году точно я здесь была. Но этих построек не было вокруг. Вот то, что единственное, этот мавзолей Рабии, он стоял. И сам мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. Сам мавзолей только стоял на этой территории, здесь больше ничего не было в советское время. Сейчас это грандиозные здесь такие постройки, я даже сама не узнаю, хожу, и очень, очень красиво здесь находиться. Дальше уже последуем, вот там есть крепость, вот это вот строение крепости.